Мы сегодня поговорим о новом вредителе. Смотрите, это кивзяк. Я его 4 дня назад выловила, в одной из бочек нашла у себя и его поместила в банку. Он ничего не ел. И, кстати, такой же, как был. Вот смотрите, видите, какой он. Почему я на него обратила внимание? В прошлом году на огурцах. Вот, ползет, все. Давайте его назад в банку. На огурцах. Фу, как воняет. Идем к огурцам, закрываем, идем к огурцам. Вот что произошло в прошлом году. Как я увидела вот этого нового монстра-вредителя. Однажды у меня огурец, это уже в августе месяце было, стал желтеть и совсем поник, листья опустились, и все, и пожелтел. Мы аккуратно выкопали землю, с землей корешки, и там в земле увидели вот это семейство вот таких кивсяков. И, естественно, подумали о том, что они могут уничтожить наши корни. Но еще было очень мало информации, а вот уже в этом году у меня много информации, вопросов поступает, что делать с этим вредителем, потому что он уничтожает корни огурцов. Они более нежные, вот, и как в этом случае быть? Ну, где-то раз в месяц, 1,5 месяца я вот делаю после полива, использую вот этот препарат, который называется Рубит. Он нужен для борьбы с муравьями, тараканами, для муравьев использую. Так вот, после того вечером, когда полью, обязательно капельку у корня капну вот с этого шприца и накрываю. Когда есть мульча, вообще сложности нет, взяли мульчу, отобрали, полили и капельку под корень. И вот это пространство, получается, что вокруг корня эти вредители не подходят. Я сейчас вам покажу, как в течение буквально 15 минут я капнула в баночку и что произошло с кивсяком. Что делать? Я думаю, что в России этот препарат производится, россияне могут легко его купить. У нас тоже он довольно-таки просто можно купить в магазине. Изучала в интернете его состав. Все нужно обрабатывать вечером, чтобы пчелы не попадало пчелам вот этот препарат. Формула, которая блокирует все у вредителя, нервную систему, и он погибает. Ну, по информации для человека и для животных, он вот в земле, если вы так использовали капельку, не несет вреда. И самое главное, не вредно для растений. И затем плоды тоже не вредны. Это самое главное. Так что вот таким образом мы спасаем огурцы. Кстати, получается. И огурчики сейчас уже, корешочки, я наблюдаю за корешочками, ни мурах, ни вот этих кивсяков не находится. И огурцы растут. Вот так они поднимаются ввысь. Но самое главное, нам надо получать экологически чистые огурчики, зеленцы. И чтобы растения наши были здоровы. Пока вот такой препарат. Потому что Ирина спрашивала меня, у нас очень активные есть читатели, участники социальных сетей. И присылали мне фотографии этих кивсяков. И тогда уже я определила, что этот вредитель есть и у меня. Ну, а вот на днях я увидела, нашла в одной из бочек в грунте. Ну, вот после того, когда я капнула в банку Рубита, от действий, от нашего двигательного такого вот вредителя осталась тишина, трупик вот такой. Я, конечно, еще буду наблюдать, в банку его сейчас обратно. Не думаю, что он доживет, но сам факт, что есть хоть что-то против этих вредителей, которые в природе приносят пользу, в лесу, ну а в наших теплицах, к сожалению, портят наши растения, которые так трудно выращиваются в сложных погодных условиях. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили это видео. Ответ на вопросы, как бороться с этим вредителем, очень вонючий, не то слово, просто очень вонючий, вот, мягко выражаясь, и вредит, съедает корни
растений, огурцов и, думаю, и других растений. До новых встреч в новых видео. Пусть ваши огороды будут чистыми и ваши растения здоровыми. До новых встреч. Пока-пока.